Министр иностранных дел Украины заявил о необходимости личной встречи Зеленского и Путина. Президент Словакии назвал ошибкой решение предыдущего правительства передать Украине истребители МиГ-29. Шторм Марта накрывает новые регионы Испании и Португалии. Фермеры заявляют о многомиллионных убытках. Американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла операцию, у нее диагностирован сложный перелом ноги. В Перу и Бразилии стартовали масштабные карнавальные шествия, а в Китае на парад вышли пингвины. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о необходимости личной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина для обсуждения самых сложных вопросов мирного урегулирования. По словам главы МИД, Украина стремится ускорить процесс прекращения войны, которая продолжается уже 4-й год, и воспользоваться текущим дипломатическим импульсом. Сибига подчеркнул, что из 20 пунктов мирного плана, ставшего основой недавних трехсторонних переговоров, нерешенными остаются лишь несколько наиболее чувствительных положений. Он отметил, что именно эти вопросы требуют решения на уровне лидеров государств. Министр также заявил, что ключевую роль в завершении войны может сыграть Дональд Трамп. «Только Трамп может остановить войну», — подчеркнул Сибига, добавив, что Киев готов к консолидации и мобилизации мирных усилий для ускорения переговорного процесса. Шановні пані та панове, президент України Володимир Зеленський. Российская энергетика является законной целью для украинских ударов, как и военные объекты оккупантов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института. Президент объяснил, что деньги, заработанные от продажи нефти, Россия вкладывает в оружие, которым убивает украинцев. Мы не должны выбирать, бить по военной цели или по энергетике. Путин продает эту энергетику, он продает нефть. Так это энергетика или это военная цель? Честно, одно и то же. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие. Этим оружием убивает украинцев. У украинцев два пути. Строить оружие и бить по российскому оружию, или же бить по источнику наращивания и происхождения российских денег, то есть по энергетике. Вот что происходит. Все это для нас законные цели. И кто до нас мог такое сделать с русскими? Никто. Президент Словакии Петр Пелегрини считает ошибкой решение предыдущего правительства страны о передаче Украине истребителей МиГ-29. Об этом он написал 7 февраля в Facebook. Пелегрини указал, что еще будучи премьер-министром, отдал приказ сохранить боеспособность тогдашних словацких истребителей МиГ-29 до того момента, когда их роль переймут новые американские самолеты F-16. Избавление от истребителей МиГ-29 было ошибкой, и это не была куча металлолома. Я убежден, что способность обеспечить защиту своего воздушного пространства является проявлением суверенитета каждой страны. Именно поэтому, будучи премьер-министром, я отдал приказ поддерживать боеготовность тогдашних словацких истребителей МиГ-29 до тех пор, пока их роль не займут новые американские самолеты F-16. По сей день я считаю ошибкой, что Словакия избавилась от своих МиГов, которым на тот момент не было замены. Ни одна другая страна не поступила так, чтобы, пожертвовав собственным вооружением, остаться полностью зависимой от помощи соседей. Я отвергаю утверждение тогдашней правительственной коалиции о том, что истребители МиГ-29 были просто кучей металлолома. Если бы это было так, ни один из них не смог бы долететь из Словакии до Украины. Даже будучи премьер-министром, я имел возможность лично испытать полет на МиГ-29, и самолет оказался способен выполнять все поставленные задачи. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкими антиукраинскими заявлениями, назвав Украину врагом своей страны. Скандальное заявление он сделал на антивоенном мероприятии цифровых гражданских кругов в городе Самбатхи. Орбан обвинил Киев в том, что тот добивается от Брюсселя шагов по отказу Венгрии от дешевых российских энергоносителей. По его версии, такие действия ставят под угрозу программу снижения коммунальных тарифов, что он представил как прямую угрозу интересам венгерских граждан. При этом венгерский премьер вновь категорически выступил против вступления Украины в Европейский Союз, фактически продолжив линию жесткой риторики и блокирования ее евроинтеграционных стремлений. Украинцы требуют $1,5 триллиона, включая наши деньги. Если хотя бы один солдат Евросоюза появится на территории Украины,
Без соглашения с русскими это будет означать, что мы вступили в войну. И руководство Евросоюза не удовлетворено тем, что в войну вступает только половина Союза. Брюссель будет оказывать давление на все государства-члены, чтобы они участвовали в войне. Именно поэтому Брюссель является нашим главным противником, а не партия ТИСа, состоящая из 27 членов. Наш настоящий противник – это Брюссель, который хочет предать правительство Венгрии, которое в этот момент отправляет деньги венгров в Украину и хочет отправить венгерских солдат на войну. Вот в чем дело. Звучит жестко, звучит безумно, но это реальность. Украинская партия, брюссельская партия, партия войны хотят власти в Венгрии. И это настоящий вызов. И мы должны убедить тех, кто выше этого требования Брюсселя. Есть те, кто знает, что представляет собой оппозиция. А есть и те, кто ошибается, кто не понимает, в чем дело. Украина постоянно требует от Брюсселя лишить Венгрию дешевой российской энергии, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров. Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина – наш враг. Без снижения коммунальных платежей расходы на коммунальные услуги для венгерских семей вырастут на 1 миллион форинтов в год. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что поддерживает запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. По его словам, такая мера необходима на фоне растущих опасений по поводу негативного влияния онлайн-платформ на несовершеннолетних. Ряд европейских стран, включая Испанию, Грецию, Великобританию и Францию, также рассматривают возможность ужесточения правил для детей. В декабре Австралия первой в мире ввела запрет на доступ к социальным сетям для лиц младше 16 лет. Первый заместитель премьер-министра Карел Гавличек сообщил, что правительство серьезно изучает инициативу и может внести соответствующий законопроект уже в этом году. И вот я читаю, например, что Франция хочет запретить использование социальных сетей детьми младше 15 лет. А что насчет нашего правительства? Что говорят эксперты? Поэтому я приглашаю их на эти телевизионные программы. Дорогое чешское телевидение, не только же вам говорить о Бабише все время, чтобы мы могли узнать все точки зрения. Я за, потому что эксперты, которых я знаю, говорят, что это ужасно вредно для детей. Ужасно вредно. Мы должны защищать наших детей. Коалиция премьер-министра Японии Санае Такаити одержала историческую победу на выборах в Нижнюю палату парламента, обеспечив себе конституционное большинство в 2/3 голосов. По прогнозам, консервативная либерально-демократическая партия Такаити и ее коалиционный партнер Japan Innovation Party получат 328 мест из 465 в Нижней палате. Сама ЛДП пересекла порог в 233 места, необходимый для простого большинства, менее чем через 2 часа после закрытия избирательных участков. Это один из лучших результатов партии за всю ее историю. Теперь, имея 2/3 мест вместе с Ишин, Такаити сможет принимать законы даже без поддержки Верхней палаты парламента, которую она не контролирует. Первая женщина на посту премьер-министра Японии делала ставку на свою личную популярность, надеясь добиться того, что не удалось ее партии всего год назад. Получить четкий общественный мандат для давно находящейся у власти, но глубоко непопулярной либерально-демократической партии. Всего за 3 месяца Такаити сформировала крайне заметный публичный образ. Мантра «работать, работать, работать», прозвучавшая в ее речи при вступлении в должность, укрепила образ энергичного и неутомимого лидера. Она принимала высокопоставленных мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа, всего через неделю после вступления в должность премьера. Шторм марта обрушился на Пиренейский полуостров и вызвал масштабные наводнения, оползни и разрушительные порывы ветра. Стихия накрыла регион в субботу, 7 февраля, и продолжает продвигаться на северо-восток, тогда как с Атлантики формируются новые фронты. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а в одной только Андалусии эвакуированы более 11 тысяч жителей. Около 170 дорог остаются перекрытыми, десятки трасс по всей стране закрыты, движение существенно затруднено. Из-за непогоды даже перенесен матч Ла Лиги между Севильей и Жироной. Серьезный удар пришелся по аграрному сектору Испании и Португалии. Затоплены тысячи гектаров посевов брокколи, моркови и цветной капусты, ущерб оценивается в сотни миллионов евро. Фермерские организации заявляют о беспрецедентных потерях и готовят обращение к властям за финансовой поддержкой. В горном районе Серрания-де-Ронда зафиксированы подвижки грунта и риск оползней. Жители сообщают о продолжающемся дрожании земли. Власти подчеркивают, что прямой угрозы населению нет,
однако призывают сохранять бдительность. Государственное метеоагентство АЭМЕТ объявило оранжевый уровень опасности, предупреждая о новых ливнях, снегопадах в горах и штормовых волнах на побережье. Это не новый опыт, но правда в том, что раньше вода не была такой интенсивной, и ее было не так много. Я помню из детства, что это длилось день-два, а потом стало меньше. Сейчас я пережила это с большой тревогой, неуверенностью и страхом. Сегодня кажется, что наступила передышка, но мы знаем, что сегодня вечером снова будет объявлен желтый уровень опасности. Зная горы, я могу представить, что находится под ними, как обстоят дела с водоносными горизонтами и все такое, и что вода должна когда-нибудь выйти. Чувствуешь себя беспомощно, потому что не знаешь, как выглядит дом изнутри. Вчера его затопило, пожарные и мои дети откачали воду, и сейчас мы не знаем, какова ситуация внутри. Мы надеемся, что это скоро закончится, пройдет, и мы увидим, что там есть, потому что нам ничего не остается, кроме как ждать, ждать и ждать, и чем больше часов проходит, тем все больше отчаяния мы испытываем. Индийские нефтеперерабатывающие заводы перестали покупать российскую нефть и, как ожидается, не возобновят ее закупки в долгосрочной перспективе, сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтеперерабатывающей и торговой отраслях. На этот шаг они пошли ради заключения торгового соглашения с Соединенными Штатами. По информации агентства, закупки российской нефти прекратили Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries. Однако, по словам источников, эти заводы не стали отказываться от уже запланированных закупок в марте. Большинство других нефтепереработчиков прекратили закупки российской нефти. Министр иностранных дел Ирана Сеед Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов продолжить косвенные переговоры с Соединенными Штатами при условии, что Вашингтон продемонстрирует необходимую серьезность для достижения договоренностей по ядерной программе. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Тегеране, комментируя непрямые переговоры между иранской и американской делегациями в Маскате. Глава МИД подчеркнул, что ракетная программа Ирана не была и не будет предметом обсуждения с Соединенными Штатами. По его словам, единственной темой переговоров остается ядерная программа страны. Аракчи также заявил, что Иран не откажется от своего права на развитие мирной ядерной энергетики, включая обогащение урана, и отметил, что дальнейший прогресс будет зависеть от позиции американской стороны. Я думаю, что первый раунд переговоров был скорее проверкой доверия и серьезности намерений достичь соглашения путем переговоров. Есть признаки, указывающие на определенную степень серьезности намерений Штатов, но есть и признаки ослабления этой серьезности, такие как продолжение некоторых санкций и некоторые военные действия, которые вызывают сомнения в серьезности намерений другой стороны и ее готовности к подлинным переговорам. Мы внимательно следим за всеми этими признаками и оцениваем их, чтобы решить, следует ли продолжать переговоры. Дональд Трамп продолжает следить за ситуацией в Миннеаполисе и очень недоволен всем, что там произошло. Однако после того, как сотрудники погранично-таможенной службы застрелили Рене Гуд и Алекса Претти, а в городе не прекращаются протесты, он все равно будет на стороне ICE. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью NBC News. Трамп заявил, что их поддержка необходима для безопасности страны. Говоря о Миннеаполисе, после убийства Рене Гуд вы сказали, что ICE допустила некоторые ошибки. Какие это были ошибки? Ну, смотрите, я недоволен этими двумя инцидентами. Дело не в них обоих, а не в одном или другом. Он не был ангелом, и она не была ангелом. Знаете, вы можете посмотреть некоторые старые записи, но все равно я недоволен тем, что там произошло. Никто не мог быть доволен, и ICE тоже не был доволен. Но я всегда буду на стороне наших замечательных сотрудников правоохранительных органов, ICE, полиции. Мы должны их поддерживать. Если мы их не поддержим, у нас не будет страны. Представитель Международной федерации лыжного спорта и сноуборда назвал падение Линдси Вонн в олимпийском скоростном спуске обычным явлением для такой рискованной трассы. Инцидент произошел во время соревнований на Олимпиаде в Италии и вызвал широкий резонанс. 41-летняя американка вышла на старт, несмотря на серьезную травму. В конце января она порвала переднюю крестообразную связку и повредила мениск. Однако ее попытка побороться за медаль завершилась уже через 13 секунд после начала дистанции. Спортсменка упала в самом начале трассы. После падения Вонн закричала от боли, а соревнования были временно приостановлены. Горнолыжницу эвакуировали с трассы на вертолете и доставили в больницу имени Кадивилла в Кортине, где провели первичную диагностику. Позже ее перевели в госпиталь Тревизо, где была проведена операция. Как сообщили в Федерации лыжных гонок и сноуборда, спортсменка находится в стабильном состоянии
и получает необходимую медицинскую помощь. По уточненным данным, у Вон диагностирован перелом левой ноги, который был стабилизирован хирургическим вмешательством. Я думаю, это была ошибка гонщика, как это часто бывает. Трасса, возможно, была неровной, но это была гонка за олимпийские медали, поэтому спуск должен был быть сложным, и большинство спортсменов справились очень хорошо. Так что, если ошибки случаются время от времени, это происходит в нашем спорте. И, к сожалению, это случилось с Линдси Вонн и Канде Морено. У нас есть два спортсмена, которые, к сожалению, получили травмы сегодня. У меня есть и другие примеры. Например, норвежская девушка, которая упала в Кранс-Монтане, была здесь, но в итоге ей решили не допускать к соревнованиям из соображений безопасности. Их собственные врачи или медицинская служба этой федерации. Поэтому я не могу сказать, что произойдет в будущем. Но на данный момент ответственность за решение о том, достаточно ли здоров спортсмен для участия в гонке, по-прежнему лежит на каждой национальной горнолыжной ассоциации. В американском городе Тусон, штат Аризона, уже 5-й день продолжаются поиски похищенной Нэнси Гатри, 84-летней матери одной из самых известных журналисток Соединенных Штатов, телеведущей Саванна Гатри. Утром в воскресенье дрон зафиксировал автомобиль департамент шерифа округа Пима, припаркованный у дома Нэнси Гатри. Власти подтверждают, что рассматривают исчезновение как похищение, однако личности подозреваемых и возможных фигурантов дела до сих пор не установлены. В департаменте шерифа также заявили, что не планируют проводить брифинги для СМИ до появления существенного прогресса в расследовании. Накануне Саванна Гатри опубликовала видеообращение. Телеведущая рассказала, что в субботу, 7 февраля, ее семья получила сообщение о пропавшей матери и умоляла о ее благополучном возвращении. Мы получили ваше сообщение и понимаем. Мы умоляем вас вернуть нам нашу мать, чтобы мы могли отпраздновать это событие вместе с ней. Это единственный способ обрести покой. Это очень ценно для нас, и мы заплатим. Телеведущая подчеркнула, что прежде всего семья хочет убедиться, что Нэнси Гатри жива. При этом сделать это крайне сложно в условиях, когда технологии искусственного интеллекта позволяют легко подделывать изображения и аудиозаписи. Поиски продолжаются, правоохранительные органы сохраняют режим ограниченного информирования. Пожилую женщину родственники подвезли к ее дому в Тусоне, штат Аризона, в прошлую субботу вечером после званого ужина. Это был последний раз, когда ее видели. На следующий день Нэнси объявили в розыск. Следователи считают, что она могла быть похищена во время сна. Полиция обнаружила пятна крови и следы взлома в доме. Дональд Трамп, которому Саванна Гатри не раз задавала жесткие вопросы, направил федеральных агентов, чтобы ускорить расследование. На прошедшей неделе он неоднократно высказывался по этому делу. В пятницу, общаясь с журналистами, Трамп заявил: «Думаю, мы довольно скоро получим ответы». В Перу, в южном регионе Пуна, прошел всемирно известный конкурс танцев и костюмов, посвященный празднику Девы Марии Канделарии. В мероприятии приняли участие около 90 фольклорных коллективов, представивших традиционные танцы «Ла Диаблада» и «Ла Моренада» в честь покровительницы региона. Участники также воплощали мифических персонажей, среди которых Анчанча – злой горный дух, и Укукусы – полулюди, полумедведи. Праздник Девы Марии Канделарии включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО с 2014 года. Тем временем в Бразилии стартовали масштабные карнавальные торжества в Рио-де-Жанейро. Уличные праздники начались с выступления группы «Совако» до Кристо у подножия статуи Христа Искупителя. Оркестры задавали ритм барабанами, а танцоры в традиционных баийских костюмах создавали атмосферу яркого шествия. Карнавальный сезон в Рио стартовал 17 января и продлится до 22 февраля. По оценкам городских властей, 458 уличных парадов соберут более 6 миллионов человек. Кульминацией праздника станет ежегодный конкурс школ самбы, который начнется 13 февраля на самбодроме. В китайском городе Харбин во время фестиваля тематического парка Харбин Поларленд прошел парад пингвинов. Шествие пингвинов проводится в парке Харбин Поларленд ежегодно. В этом году птицы в сопровождении сотрудников парка прошли по маршруту мимо зрителей. Пингвины были одеты в костюмы, в том числе в галстуки и бабочки. Харбин Поларленд известен как первый в мире тематический парк, посвященный полярным животным и арктическим пейзажам. Кроме того, в Харбине традиционно проходит международный фестиваль льда и снега. В рамках мероприятия в городе возводят масштабные ледяные и снежные сооружения.